Привет, мои дорогие журналисты! Сегодня я традиционно отвечаю на вопросы, которые вы мне задали. Первый вопрос, на который я хотела бы ответить, это веду ли я лекции, какие-то тренинги. Много людей меня об этом спрашивали, и я хочу сразу же ответить. Вообще, в принципе, я этого не делаю. То есть я не делаю никакую школу журналистики, не веду никакие тренинги. И вообще слово тренинги меня как-то подбешивает немного. Мне кажется, что у него уже такой негативный окрас больше. И я даже когда вижу, что кто-то из моих знакомых там приходите на мой тренинг, меня это отталкивает больше. Хотя, может быть, это просто предвзятое отношение к этим всем тренингам личностного роста и так далее. Но я бы не сказала, что это какая-то моя принципиальная позиция, и сразу же нет. Но каждую ситуацию стоит рассматривать отдельно. Если вы молодые журналисты из Украины, и особенно из Одессы, и вы действительно чувствуете, что вам не хватает общения с медийщиками, с кем-то, кто бы мог провести вам там микролекцию, ответить на ваши вопросы в любом формате, там завтрак, попить чай, кофе, либо какой-то зал для лекций. Вы понимаете, что это вам действительно поможет, даст мотивацию ответить на нужные вопросы, то, в принципе, я не думаю, что это проблема организовать такую встречу. Если вы хотите, пожалуйста, пишите, придумаем что-то. Снова вопрос о портфолио и о том, какое же портфолио собрать, если ты еще не работал журналистом, если у тебя нет никаких работ и никакого опыта. У меня была подобная ситуация, когда я устраивалась на свой первый телеканал. Я принесла папку каких-то своих грамот, каких-то своих сочинений, текстов. У меня были на флешке все мои выступления, когда я там что-то вела, где-то читала. Я прекрасно понимаю, что это, конечно, не повод брать тебя на работу журналистом, но в любом случае, если вы заинтересуете работодателя, и он увидит ваш потенциал, он увидит, что вы неплохо говорите на публику, что у вас интересный слог, что вы неплохо пишете, что вы, в принципе, активно, если вы там везде участвуете, то даже вот эти вот забавные смешные грамоты, которые никому никогда не нужны, в принципе, могут пригодиться. Написали также, а если я пойду работать на телевидении на казахском языке? Ну, к сожалению, я не эксперт в казахском языке. Честно говоря, тут же не дело в языке. Конечно же, когда мы обсуждаем какие-то ударения, правильную формулировку, то речь в языке. Но мы же говорим о какой-то философии журналистики этой профессии. И поверьте, от языка, на котором вы будете работать, не поменяются основные правила работы. Поэтому не переживайте, но язык свой родной изучайте обязательно. Он должен быть у вас на высоком уровне. Интересный вопрос. Интересная тема вообще, может быть, даже отдельное видео запишем на эту тему. Мне 34, есть ли у меня время для того, чтобы начать заниматься журналистикой? Вообще, вы знаете, вот возраст, ваши параметры, ваша внешность, ваша национальность в этой сфере, в медиасфере, к нашему общему счастью, уходит на задний план, потому что, в принципе, сейчас мы меняемся, мы становимся более толерантными, мы учимся не пользоваться языком вражды, мы учимся быть аккуратными в наших высказываниях, мы учимся быть равноправными, независимо от пола, и это круто. Кроме того, если вы переживаете по поводу вашего возраста, включите там BBC, например, посмотрите, кто работает в кадре, там какие там журналисты. Я не говорю даже о ведущих, я говорю о журналистах, о тех, которые в поле работают. Это взрослые люди, иногда очень взрослые люди, иногда очень уважительного возраста, и никто в этом ничего плохого не видит. Конечно, вам может быть просто некомфортно немного начинать в этом возрасте, потому что вы будете наряду с вот этими выпускниками журфака, и вам будет немножечко некомфортно, что вы тоже такой молодой и зеленый. Но вы очень быстро сможете подтянуться и влиться в эту сферу, а возможно, какой-то жизненный опыт будет вам помогать немного разбираться в каких-то сферах больше. Поэтому совершенно не обращайте внимания на возраст. Если вы чувствуете, что это ваше, то начинайте заниматься журналистикой. И опять же, помните, журналистика бывает разной. Вы можете себе найти максимально комфортную сферу журналистики, где вам не нужно будет там где-то слишком активно двигаться, куда-то переезжать, что-то менять, в какие-то митинги встревать. То есть она же бывает очень разной. Поэтому, пожалуйста, вперед! Довольно-таки популярный вопрос, какое у меня образование. У меня уже есть видео, где я подробно рассказываю о том, как я пришла в эту сферу. У меня не профильное образование, именно поэтому я так часто говорю, что журфак – это не показатель успешности журналиста. У меня два образования – педагогическое и юридическое. Педагогическое и юридическое. Еще один вопрос. Классное видео, спасибо. Сейчас ты работаешь журналистом.
Да, я работаю журналистом сейчас, но я совмещаю с новой для себя профессией, это пиар, политический пиар. У меня вопрос, профессия журналиста поможет стать видеоблогером? Ну, как видите, не очень, судя по количеству моих подписчиков, шучу. Опыт в журналистике поможет вам в видеоблогинге. Как минимум, вы будете отличаться на фоне остальных видеоблогеров, потому что вы не будете бояться работать перед камерой и будете делать это довольно-таки естественно, потому что многие блогеры, у которых нет опыта телевизионного какого-то, они немного странно и неуместно ведут себя перед камерой. Второе – это то, что у вас будет, в принципе, неплохая речь и практически поставленный голос, может быть, и будет поставленный голос. Вы будете понимать, как правильно строить предложение, как правильно ставить ударение и, в принципе, работать в кадре так, чтобы вы раздражали как можно меньше людей. Тут много вопросов, на которые я отвечала в своих видео, поэтому я их озвучу и оставлю вам где-то здесь ссылку на эти видео. Первое касается того, имеет ли внешнее значение при работе в кадре. Я рассказывала и очень много, и глубоко, поэтому послушайте. Второе, как вы развивали свою речь, она очень богата, как вы достигли такой дикции. У меня есть видео на эту тему тоже, также оставлю ссылку где-то здесь. Стоит ли вливаться в сферу журналистики, если мне только 15? Это сложный вопрос. Вы должны сами для себя решить, когда вы начнете работать в медиа, портить ли себе жизнь так рано. Но у меня есть классный пример журналиста, он сейчас работает в Америке, до этого работал в Украине, который очень рано, с лет 13, кажется, начинал свою деятельность журналистскую. Конечно, все это был такой детский лепет, но тем не менее, и там к 20 годам он уже, по моему мнению, был профи и делал очень крутые материалы. Поэтому вы можете вливаться в эту сферу очень рано, но с другой стороны посмотрите, чтобы не произошло так, как со мной. Когда в 23 я поняла, что я уже устала от этой сферы и мне правда нужно отдохнуть. Потому что журналистика может знатно повредить вашу психику. Ну, у всех по-разному, но будьте осторожны, не переусердствуйте с этим. От десятка видеообзоров Ани узнал больше о профессии, чем за 2 года учебы на журфаке. Ну, тут я, наверное, должна вот так вот сделать. Ребят, я на самом деле очень стараюсь, потому что прекрасно понимаю, как это, когда ты молодой и неопытный, и перерываешь эту кучу информации, а там какие-то рефераты на 50 листов. Иногда молодым журналистам нужны ответы на такие банальные вопросы, вроде там, какой длины должно быть видео в новости, как написать этот дурацкий текст, как придумать тему, ну то есть что-то совсем приземленное и простое, но это базис, который почему-то никогда нигде не объясняют, и его так сложно найти. Именно для этого я решила, что я буду делать этот блог, объясняя вот эти элементарные вещи, о которых редко кто рассказывает. Здравствуйте, Анна, можете, пожалуйста, в своем следующем видео рассказать о том, как правильно снимать большой профессиональной камерой, чтобы получилось классное видео, и как научиться монтировать, какие программы, может, какие-то секреты есть у вас. Ну, я думаю, что есть много видеообзоров от профессиональных операторов, я сейчас вам буду давать советы в стиле там нажать красную кнопочку и так далее. Я не очень в этом разбираюсь, правда, я не оператор. Я могу только сказать со стороны журналиста, что слушайте своего журналиста, если вы оператор. Прислушивайтесь к тому, что он говорит, не выпадайте морально из съемки, слушайте, о чем идет речь в интервью, потому что есть миллион операторов, которые просто обрезают фразу, не дослушав до конца, это тоже проблема. Но это скорее какая-то моральная сторона интервью, а не техническая. Все-таки о технической стороне, я думаю, вам расскажут операторы, опытные операторы. По поводу монтажа, я пока работала журналистом, очень хотела научиться монтировать, но у меня никогда не хватало на это времени. И как только у меня случился этот перерыв в работе, я села за монтаж, и это мне безумно нравится. Я блоги монтирую сама, и если вы подписаны на меня в Инстаграме, я иногда выкладываю какие-то нарезки видео с путешествий, там какой-то винтаж и так далее. Мне тоже это очень нравится, под классную песню. Это не так уж и сложно, если мы говорим о каком-то простом монтаже. Я пользуюсь программой Final Cut. И сейчас пытаюсь освоить DaVinci. Но это сложно. Скажи, где ты училась на журналиста? На работе уже. Работая журналистом, я училась на журналиста. Да, разбивая себе коленки, делая ужасные позорные ошибки. Но мне кажется, это самый эффективный способ научиться. Как вы считаете, интроверт может быть журналистом? Очень крутой вопрос, у меня даже садится голос, но я все равно отвечу. Все зависит от сферы. Если вы понимаете, что вы такой махровый интроверт,
вам некомфортно среди людей, что вам сложно быть ярким, эмоциональным, энергичным, что это для вас очень трудозатратно, то не выбирайте новости, потому что все-таки мне кажется, что журналист в новости должен быть такой чуть-чуть подорванный. Знаете, вот у меня тема, вот у меня спикер, тут я хочу поехать туда, здесь я придумал это. И когда вы заряжены этим, к вам и темы липнут, и классные какие-то истории на съемках, и это такой круговорот энергии в природе новостей. Плюс ваш редактор будет вас постоянно дергать и посылать на съемки, требовать от вас активности. А если вы физически и морально не можете этого дать, то вы просто будете раздражать друг друга. Интроверт определенно может быть журналистом. Возможно, вам стоит идти в сферы каких-то расследований, аналитики, где ваше спокойствие будет вашей сильной стороной, где вот то, что вы можете сосредоточиться, долго усидеть на месте и реально классно разобраться в теме, будет огромным вашим преимуществом. Поэтому, конечно, журналист может быть интровертом, и я таких знаю. Просто выберите себе правильное направление, где это качество будет, наоборот, выделять вас среди остальных. Ну и последний вопрос, пока я уже окончательно не охрипла. Если сильный стресс противопоказан по здоровью, стоит ли выбирать журналистику? В принципе, да, если вы очень хотите быть журналистами. Просто, я повторюсь снова, определитесь с той сферой, в которой вы не будете подвергаться такому большому стрессу. Это может быть что-то более лояльное. Ну и потом, не стоит забывать, что на одной журналистике мир не заканчивается. Есть пиар, реклама, пиар тоже бывает разный, там какой-то политический, культурный и такой и сякой. Ну, в общем, возможно, вам стоит просто выйти за пределы вот этой журналистики и посмотреть сферы около нее. Они тоже бывают очень крутые и интересные, поэтому не зацикливайтесь на журналистике, если не до конца уверены, что это ваше. Все-таки в этой профессии есть также много минусов, и один из минусов, серьезных минусов, по моему мнению, это то, что журналистика очень замкнута на себе. То есть это довольно-таки узкий круг людей, и иногда, выпадая из этой сферы, вам очень тяжело вернуться, бывают трудности с поиском работы, потому что вы уже не хотите на этом уровне работать, и вы хотите чего-то другого, и не всегда получается. Ну, в общем, журналистика – это такая профессия 50 на 50, поэтому если вы чувствуете, что оно не до конца ваше, то выбирайте что-то смежное. Так, спасибо вам большое, ребята, за вот эти все комментарии, за вопросы, которые вы мне пишете. Я надеюсь, что я немножко разъяснила, ответила на все, что вас интересовало. Спасибо вам огромное, что меня смотрите. Счастливо!